запись пошла. Давай. Подожди, кепку сначала. Всем привет, друзья, с вами я, Дима 2D-Куб, и мы с вами отправляемся на каникулы вместе с OPZ, и мы будем сэмплировать звуки разных городов. И начнем мы с города Риги. Уху! Zvans pie durvīm, atkal kādas durvis man ir ciet. Atver durvis, atver prātu, acis plaši vaļā. Esmu burvis ieradies no pašas pasaules malas. Ну что же нам сэмплировать в Риге? Чаек? Ну неужели питерца можно удивить чайками? Я думаю, точно нет. А вот чем его можно удивить, так это рижским бальзамом. Поэтому давайте-ка засэмплируем пару бутылочек. Ja mūris neļauj, ka mums samainīties lomām, tad jau urbis atradīsies kaut kur dzīves somā. Dirli, 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 dom. Zvans pie durvīm. Вот он, родимый, вот он. Dirli, 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 dom. Zvans pie durvīm, atkal kādas durvis man ir ciet. Погнали. Друзья, ну продолжаем сэмплировать Ригу, и, собственно, на очереди у нас вот что. В этот вечер мы больше ничего не сэмплировали, а исключительно гуляли, изучали местность и наслаждались Ригой. Ну а вот на следующее утро в отеле... Ну, в общем, тоже самый что ни на есть латвийский сэмпл, пригодится. Друзья, мы находимся на главной площади, как я понял, насколько я понял, Риги. Тут вот сзади меня ратуша, которую отстроили с нуля после Второй мировой войны. Но это не точно. А вот тут есть замечательное здание, я толком не очень понял, как оно называется, но, во-первых, очень красивое, а во-вторых, говорят, что оно красиво очень звонит своими колокольчиками примерно раз в час. И вот я думаю, что нам обязательно надо завпечатлеть этот звон с вами, потому что это самый что ни на есть рижский сэмпл. Будем пробовать, в общем. В ожидании колокольного звона я решил заскочить в сувенирную лавку поблизости и засэмплировать вот такой вот сувенирный колокольчик. Чует мое сердце, из этого звука получится отличный стабик, ребятки. Ну а теперь, друзья, самое время изучить результаты нашей рижской охоты за сэмплами и заодно исследовать возможности редактирования сэмплов, которые предлагает OPZ. Начнем мы с барабанных дорожек. На вторую дорожку я здесь записал сэмпл телевизора. Но на четвертую добавил все остальные перкуссионные сэмплы. Это звуки рижского бальзама, сувенирный колокольчик и бочку ночного гармониста, которую я в итоге буду использовать как снейр. Собрать все эти три сэмпла на одну дорожку внутри самого OPZ здесь никак не получится, так что я выгрузил записанные звуки на компьютер, подключив OPZ по USB, нарезал сэмплы так, чтобы их общая длина не превышала 12 секунд, это здесь ограничение, ну и затем собрал все это воедино, используя бесплатное приложение OP1 Drum Utility. Скачать его, кстати, можно по ссылке в описании. Готовый файл я загрузил обратно на OPZ, используя его в режиме флешки.
Для активации этого режима нужно включать OPZ, удерживая кнопочку Track, и потом подключать его к компьютеру по USB. Любой сэмпл, добавленный на барабанную дорожку OPZ, превращается в набор из 24 отдельных слайсов, каждый из которых можно независимо отредактировать. Например, можно вручную установить точку старта и окончания, ну а также высоту и громкость для каждого отдельного слайса. Также здесь можно активировать режим Loop, перевернуть слайс задом наперед и так далее. Короче говоря, возможностей редактирования здесь довольно много. Далее перейдем к мелодическим дорожкам. Здесь я, во-первых, буду использовать вот такой вот сэмпл виолончели, который мы также записали на главной Рижской площади. Мелодические сэмплы в OPZ имеют ограничение в 6 секунд и точно такие же настройки, как у барабанных сэмплов, то есть точка старта, точка окончания, громкость, высота, направление воспроизведения и режим Loop. Для точной настройки высоты мелодических сэмплов тут, кстати, имеется и встроенный тюнер. Ну и, конечно, на последней мелодической дорожке у меня также находится звук с колоколами ратуши, который очень неплохо звучит в нижних октавах. Все остальные дорожки, на которых сэмплов нет, такие как дорожка бочки, дорожка хэтов или, например, дорожка баса, пригодятся мне для использования встроенных звуков OPZ, которые я буду миксовать вместе с записанными сэмплами. Ну а теперь давайте посмотрим на то, что у меня в итоге получилось. Кто-то знатно свистит.